Вы думаете, что сейчас народ в стране не отдает себе отчет в масштабах войны? Думаю, что нет. Причем даже те, кто, по идее, должен пользоваться интернетом. И должен смотреть, что там делается. Потому что те, кто смотрит телевизор, безусловно, не понимают, что происходит. Жены таких людей говорят, а не будет ему хуже. А вдруг его посадят? Я говорю, а вдруг его на Украине убьют? Но мобилизация – это признание бессилия? Мобилизация – это неквалифицированный шаг неквалифицированного военного руководства. Если у вас есть какие-то военные задачи, если у вас есть потери каких-то специалистов, выберите вы людей, да, нормально, объясните, да, почему. Зачем облавы-то устраивать? Как это можно на улице давать повестку? Там же должна быть подпись и печать военного комиссара, конкретного военкомата. И за чьей подписью вы, товарищи, хотите мобилизовать? Его может повестку выдать только родной военкомат, никакой другой. Там, где действительно люди не подлежали мобилизации, когда народ энергичный, все на самом деле удается. Если люди сами ничего не делают и не хотят, за них сейчас сделать невозможно ничего. Призыв-то пока никто не отменял. Вот оно 1 октября, вот оно на носу. Вот что с этим делать, когда в одном помещении будут люди совершенно разного статуса? Не понимаю. Призывников, который придет на медицинскую призывную комиссию, что помешает его отправить в эшелоне вместе с мобилизованными? Ничто не мешает. Атмосфера в Москве, она как-то изменилась? Вот по-вашему, вы чувствуете? Я только приехала, не знаю. Но уже говорят, что не выпускают молодых людей, если они не показывают военный билет, в котором написано, что они не подлежат мобилизации. А в военном билете это не написано. Нет. Военный билет не катит, потому что нет никакого индивидуального списка. Более того, я несколько раз читала, что якобы у пограничников есть какие-то вот эти списки, базы данных. Как говорил Великий Станиславский, не верю. А что у них есть тогда? На основании чего они не выпускают? Трудно сказать. Это надо к товарищам пограничной службы обратиться, на какие им спущены указания, какой фильтр стоит, потому что тут очень трудно сказать. Опять же, нет практики. Занавес железный был тотальный, поэтому никаких фильтров не было. А потом он упал, и тоже стало хорошо. Это что такое? Это справочник адресов и телефонов военных прокуратур. Телефоны руководителей органов по работе с личным составом. Получите, распишитесь. Вы с собой их, что ли, все время носите? Я все время теперь ношу. Это помогает? Пока я из метро выходила, позвонила женщине из Владимирской области. Брата отправили в войска, из дома забрали. У него мать инвалид 1 группы. Никого больше нету. И 3 несовершеннолетних детей. Его просто взяли, вывезли, и все. Что там с инвалидом, что там с детьми. Всем похеру, простите мой французский. Я ей тут же телефончик пришла, тут же телефончик продиктовала. А толк-то, если позвонить по этому телефону, толк-то какой-нибудь сейчас есть? уже такой кипиш подняли. Тетки у нас так быстро подняли кипиш. Сейчас, если все хорошо и вовремя, и дозвониться, и дописаться, и проверят, и в этот Ковров поедут, и посмотрят, и все откатят, потому что он не подлежит мобилизации. Он ухаживает за инвалидом 1 группы. Мы с вами первый раз встречались 7 месяцев назад. Да. И вы тогда сказали, что вы все это знаете, вы знаете, как действовать, у вас есть маршруты, у вас все наработано, вы понимаете, как вам с этим совсем быть. Сейчас вы что-то понимаете? Я, конечно, долго живу, но не настолько, чтобы помнить 1941 год мобилизацию. На самом деле все нарушения, как только стали людям рассылать повестки, и как только стали их куда-то такое забирать, но это фактически на 2-е сутки после выступления главнокомандующего министра обороны, стало понятно, что есть вещи, с которыми можно бороться. На 3-е сутки мы поняли, что идеально, когда эти товарищи-запасники, у которых в военном билете все его параметры мобилизационные записаны, будут заранее смотреть и соображать, ты подлежишь мобилизации или нет. У тебя там в военкомате все документы есть или нет.
Если у тебя что-то изменилось за это время, подготовь заранее заявление, в котором будет написано, почему ты не можешь быть мобилизован. Да, аргументы. Прикрепи свои документы, там, либо странички из военного билета, либо свои какие-то заключения медицинские заранее. Не когда тебя уже отвезут куда-то, да, а заранее. Ну вот, эта вещь получилась. Ну, конечно, сначала был штурм, потому что народ стал звонить, регионы наши подняли на уши, и народ очень быстро понял, да, что, во-первых, надо напрягать губернаторов. Чем быстрее и больше ты напряжешь руководителя субъекта федерации, который головой отвечает за эту мобилизацию, тем, в общем-то, эффективнее. Потом часть наших регионов обратилась к своим представителям в Совете Федерации и в Государственной Думе. Послала им ругательные сообщения вместе вот с этими примерами первыми. Ну вот я так понимаю, что там народ тоже задвигался. И поэтому начался откат уже публичный. Да? Студентов не призовем, кто не служил, не призовем. Слушай, ну а как можно этому верить, если еще 7 месяцев назад нам говорили, что мы вообще никого не будем мобилизовывать? Катя, это вопрос философский. Потому что верить в России нельзя вообще, в принципе, никому, особенно если это слова чиновников. У моей коллеги очень рано, где-то в 90-м году, появилась поговорка. Если тебе офицер что-то говорит на рабочем месте, это значит, что он врет. Вот это с 90-го года, да, железные правила. Да? Ну, а поскольку у нас там все офицеры, то, конечно, верить этому нельзя. Что меня расстраивает вот до предела? Что народ сначала отдает на мобилизацию, а потом тут же дверь закрылась, и тут же начинает писать: «Ой, помогите мне! Ой, что я буду делать?» Я стала спрашивать: а какого черта? Он ушел, а какого черта ты его туда отправила? Ну, зачем, да? Давайте сначала разберемся. В конце концов, есть же какая-то власть. Более того, адвокаты это рекомендуют. Давайте вот в суд, там, адвокаты, мои бывшие коллеги. С судами тут, конечно, никак, потому что все происходит молниеносно. И какой там суд, да, что там в суде? Но военные прокуроры, губернаторы, может быть, даже мэры больших городов, это вот вполне себе адресаты для жалоб, для всего, да. Давайте тогда, вот если можно, какой-то алгоритм. На самом деле разница между нынешней мобилизацией и 1941 годом, она достаточно существенная, потому что в 1941 году враг напал коварно и вероломно. Ну да. Да, здесь другая ситуация. Ну, я про логистику говорю. Нет, я к тому, что в 1941 году не было идеи, как не попасть под мобилизацию. Наоборот, там все приписывали себе года, чтобы пойти на фронт. Сейчас история другая. Что должен делать человек, который не хочет убивать? Первое, что должен сделать каждый человек, который находится в запасе по военной службе, заглянуть в свои документы, в свой военный билет, в свою учетно-послужную карточку. Там бывает А, Б и что еще? Нет, бывает? это по здоровью. Сейчас по здоровью это сложно, потому что, в принципе, по мобилизации их должны вызывать в военкомат, им должны проводить медицинскую комиссию. Человек имеет право представить свои новые документы, когда они там 30 лет назад, да, служил или 30 лет назад получал свой военный билет. То есть вот такая процедура вот ни разу сейчас в России ни по отношению ни к одному мобилизованному не была проведена. Ни одного не было. Медицинская комиссия? Ни одной медицинской комиссии не было. А потом должна быть комиссия по решению о мобилизации. И должно быть решение о мобилизации. Ни одной комиссии в России за это время ни к одному человеку не было собрано. Из таких очевидных вещей, что является показанием к недопуску к службе? Во-первых, там есть категории, которые указывают, до какого возраста может быть мобилизован. Рядовые сержанты, младшие офицеры, старшие офицеры. Вот эти вот возрастные какие-то границы. Никто не знает своих границ. А оказалось, что там многие уже давно перевалили через это, и никак они не могли быть мобилизованы. У них циферка 1, а им там кому 40, да, кому 45. То есть они уже даже за двоечку ушли.
у тех, у кого написано «не служил» на одной страничке, а в другой вот тоже стоит там единичка и какая-то... И вот эта вот коронная воинская учетная специальность, не служивший в 999. Вот. И под табличкой написано «ограниченно годен», «не служил». Ну, там кто, каждый военком в меру своего разума там все им пишет. Поэтому первое, что нужно, чтобы человек сам понял ситуацию. Во-вторых, он заранее. Уже теперь надо понимать, что заранее он должен вот это заявление составить, в котором написано, почему он не может быть, да, мобилизован. Ну, сейчас трудно сказать, да, стоит ли заранее, допустим, отправлять это заявление военному комиссару субъекта федерации. Ну, во всяком случае, губернатору и военному прокурору гарнизона точно стоит. Я информирую, что я, значит, вот не подлежу мобилизации вот по таким-то основаниям. Документы прилагаются. У всех есть сайты, все очень хорошо. С военкомами сложнее. У них компьютеров нету, у них электронки нету, ничего нету. А идти к ним ножками, ну... Пока рано. Только в Москве можно пойти ножками, потому что у нас честно, благородно военный комиссариат города Москвы каждую среду с 9 до часу проводит личный прием. Там обычно замвоенкома. Можно туда прийти. И или можно набросить заявление, у них ящик для обращений. Там тоже все очень хорошо, потому что мы вот, пользуемся этим и знаем, что все вынут, все зарегистрируют, нам все ответят, все. За Москву в этом отношении я спокойна. В принципе, все то же самое можно делать, и сейчас уже мы с этими мобилизованными это делаем, когда, допустим, в воинской части. У меня есть офицер запаса, который попал вот уже в воинской части, это самарских, там их по облаве набрали, причем он молодец, он помоложе немножко, он мне написал, что там и 59 лет кому-то, и с какими-то там железками в ноге, и у кого-то там стоят радиостимуляторы, в общем, ужас какой-то, да. Но он один только написал заявление, потому что не подлежит ни по военному билету, ни потому что он не служил, он выпускник военной кафедры, но не служил, да, и поэтому он сейчас мобилизации не подлежит. Я ему пишу, так пришлите остальные. Ой, они говорят, ладно уж, раз попали, так попали. Вот это покорность, я даже не знаю, с чем сравнить. Это вот как лягушка перед змеей, да? Вот змея на нее посмотрит, и все, и лягушка замерла, да? Люди разумные же, ребят, вы взрослые мужики, да? Вы же знаете, что вы не подлежите. Ну и что? Почему не сделать? Жены таких людей говорят, а не будет ему хуже. А вдруг его посадят? Я говорю, а вдруг его на Украине убьют? Между чем мы выбираем? Не понимают. Европейская мода 1940-х запомнилась резким поворотом в сторону мужского стиля. В повседневной женской одежде появилось много деталей военной формы – пояса, пряжки, палеты, накладные карманы. И в целом одежда стала более практичной и функциональной. Юбки укоротились, на смену длинным пальто пришли укороченные жакеты, а обувь стали делать на танкетке из дерева или пробки. Также в женском гардеробе окончательно прижились мужские брюки, а платья стали делать из тюля или парашютов. Даже в самые тяжелые времена желание обновлять гардероб вполне понятно и нормально. А делать это можно с помощью клуба распродаж «Чики-рики». Там каждый день появляются новые скидки на одежду, обувь, аксессуары и товары для дома. Если вы никогда не пользовались Чики-рики, коротко напомню, что это такое. Это закрытый клуб, устроенный как соцсеть. Вы скачиваете приложение, регистрируетесь, выбираете, какие товары вас интересуют. А затем алгоритм подстраивается под вас, и вы ежедневно, круглый год видите акции распродажи, которых нет нигде, в том числе на сайтах самих брендов. Цены здесь ниже, чем на популярных маркетплейсах, даже в периоды сезонных скидок и даже с персональными скидками на маркетплейсах. Каждая акция в клубе длится ровно неделю. И за эту неделю вы можете легко отменить или изменить заказ, если вдруг передумаете. А еще в Чики-рики есть платная подписка. Оформлять ее не обязательно, но с ней цены на все товары еще ниже, а акционных предложений еще больше.
Подписка стоит 249 рублей, но с промокодом «Скажи» обойдется вам всего в 9 рублей. И это вложение быстро окупится, даже если за месяц вы купите всего одну вещь. Переходим по ссылке в описании, оформляем месячную подписку Чики-Рики и делаем только выгодные покупки. А вдруг его посадят и оттуда отправят на фронт? Не, ну оттуда не отправишь. В Овсине у нас все-таки добровольцы. Кто захотел, тот с товарищем Пригожиным и уехал. Я тогда вам зачитаю письмо, которое нам пришло. Сыну сказали, что если сейчас ты сбежишь, тебя посадят в тюрьму, а из тюрьмы вас отправят в штрафбат. Не, ну у нас никаких штрафбатов ни в каких этих самых не существует. Катерин, я не понимаю, во что они оденут и обуют этих мобилизованных. Это следующее, что у меня есть. Значит, в городе Пскове мобилизовали грузчиков и водителей молокозавода. И когда правком молокозавода пошел приобретать одежду, термобелье и обувь, теплую одежду, теплое термобелье, им так сказали, потому что мобилизованным не в чем служить. Они пришли в магазин Пскова, где продается военная одежда и теплое белье, а там уже ничего не было, потому что до этого мобилизовали грузчиков и водителей хлебозавода. Это не анекдот. Нет, я понимаю. Давайте тогда по порядку. Имеет ли право военкомат обязывать мобилизованных самостоятельно обуваться, одеваться и брать с собой еду? Еду на 2 суток, одежда, обувь гражданская по сезону. Это да, это и с призывниками также. Раньше было, пока их не стали одевать, обувать в военных комиссариатах перед отправкой в воинские части. Это обычные призывники, которые... Вот. Тут, конечно, нет. Они приезжают с чем есть в воинскую часть, их должны одеть, обуть. Никто обязывать не имеет права. Ни о какой форме не может быть и речи. Ну вот тут есть маленький такой эпизод. На днях вышел приказ об увольнении нашего начальника тыла Министерства обороны. Теперь, значит, начальника управления материально-технического обеспечения. И есть надежда, что хотя бы со складов военных, стратегических, эта форма и обувь поступит таки в воинские части. А она существует? Ну, вообще должна быть. Потому что у нас есть специальное управление при правительстве, которое ведает вот этими всеми стратегическими запасами страны по всем параметрам. И вот эти военные склады, говорят люди, видавшие, они в разных местах километровой длины, и там все есть. Все равно все-таки армия у нас большая, да, и стратегических запасов должно быть много. Поэтому посмотрим. Ну, Мизинцев, он человек как бы не тыловой и, в общем, вполне себе энергичный. Ну, посмотрим. Это новый зам по тылу, который... Да. Посмотрим, как он это дело организует. Что по здоровью точно является отводом от мобилизации? В том-то и дело, что ничего. Потому что те, у кого категория В, допустим, его комиссовали уже, да, значит, ну, единственное, что у кого стоит Д со снятием с воинского учета, он снят с воинского учета. Он вообще его нету, у него в паспорте стоит штамп, снят с воинского учета, не военнообязанный. Вот. А остальное, значит, все радуются вот этой буковке Г, временно негоден. Но временно негоден. Это должна решить вот та медицинская комиссия и 8 врачей, которые должны мобилизованного перед отправкой осмотреть и вынести такое решение. Поскольку комиссии нет, а те, кто получал военные билеты, у них Г не может быть. Это временно негоден. Для призывника это до того, как его признают ограниченно годным. Для военнослужащего до того, как его, допустим, уволят по состоянию здоровья. Да? Она вот такая промежуточная. Поэтому она должна выноситься вот этой комиссией. И все. Поэтому никакого Г нету. Ну, а Д, я не знаю, если кто-нибудь вот со снятием с воинского учета кому-то пошлют повестки, я бы посмотрела на этого военкома на самом деле. Потому что это уголовщина.
травмы, переломы ног, переломы рук, ВИЧ, гепатит, вот такие какие-то вещи, они являются отводом от мобилизации? Если это все получено после того, как человек получил свой военный билет и как бы уволился, да, то значит надо было или заранее, или сейчас тоже заранее представить эти документы обязательно только с заявлением, потому что все говорят, ну я принес свои справки, у меня никто не взял, не посмотрел. Так правильно, брат. Ты должен написать заявление, в котором описано, что у тебя, какой статье расписания болезней соответствует и какой категории это соответствует. И сделать 2 такие комплектика и под расписку отдать в военкому или в канцелярию военкомата, или в военную прокуратуру, или в приемную губернатора, потому что у тебя должны принять официально. И в конце этого заявления написано «прошу приобщить к моему личному делу». Это совершенно сложившаяся за 30 с лишним лет работы Комитета солдатских матерей практика, потому что никакой другой способ донести информацию о состоянии здоровья до товарищей в военных комиссариатах не существует. Если ты сам все не напишешь и не обоснуешь, многие даже в военкомате не понимают, в том числе и врачи. А что тут написано? Особенно, когда от руки, да? В этих заключениях. Поэтому вот это обязательно надо. Ведь у нас нет такой практики, чтобы военкомат там периодически, значит, вот для документов воинского учета приходи, приноси там медицинские документы, если у тебя что-то изменилось по здоровью. Нет, у нас такого нету, хотя по идее, положено извещать военнослужащих запаса, что если у вас что-то изменилось по здоровью, пожалуйста, ребят, сообщите. Ну и вот, а сейчас что получается? Что вот там жена или сестра, или кто-то, дочка офицерская принесла документы, что у папы то, сё, 5-е, 10-е. А что, они говорят, ничего не возьмем. И папа офицер, порядочный ему, 52 года, что-то у него там тоже, по-моему, то ли у него это металлоконструкция, то ли у него что-то еще, тоже уехал в воинскую часть. Говорят, что существует первая волна мобилизации, видимо, существует вторая волна и третья. Нет. Что значит первая волна и сколько она длится? Екатерин, это вот эти вот, как бы сказать, необразованные люди, которые вот эти циферки 1, 2, 3 считают за волну мобилизации. Но ни черта подобного. Вот эти вот 3 цифры, они только возраст мобилизованных. Да? До какого возраста можно мобилизовать. Насчет волн, это может быть всякое. Да? В стране живем России. Заявленная 300 тысяч численность мобилизованных, она заявлена в воздухе, потому что она ни в одном документе официальном не отражена. В указе президента нет численности, там пропущен 7-й пункт, и все бьют себя в грудь чиновники и говорят, это там написано, это численность написана. Никто не знает, хотя ходят какие-то списки, какие конкретные воинские учетные специальности будут подлежать мобилизации. Потому что на самом деле, что нас с коллегами возмущает? Объявлена частичная мобилизация. Компьютеры существуют с конца 80-х годов. В 1990 году мы официально требовали от Верховного Совета и от президента СССР Горбачева, чтобы учет в военкоматах перевели на компьютерные базы. Прошло много лет. Значит, у нас существует в Генштабе специальное главное организационно-мобилизационное управление, в которое должны стекаться все сведения о каждом человеке, военнослужащем, который подлежит призыву и который находится в запасе. И по-хорошему в Министерстве обороны до чертовой матери, прости господи, всяких программистов и всякая закрытая сеть. Когда я только услышала про мобилизацию, я позвонила коллегам и говорю, слушайте, в ГАМУ, интересно, есть база данных на частичную мобилизацию? Да, это же списки выбрать по возрасту, по воинским учетным специальностям, да? Значит, похоже, что у них ничего нет. Похоже, что у военкомов субъектов федерации тоже этого нет. Потому что веерные облавы берут кого попало. Это значит, что это абсолютно неподготовленная история технически. Потому что 300 тысяч мобилизовать, это на самом деле, если бы все было нормально, у ГАМУшников должна была быть база, у их подчиненных военных комиссаров субъектов федерации должна быть база, военкомы должны были по команде ГАМУ, официальной по приказу, выбрать воинские учетные специальности, среди них выбрать возрастные вот эти категории и конкретно каждого пригласить. Потому что все, что происходит, это вообще позор вооруженных сил и позор страны, безусловно.
Такого быть не могло ни при каких обстоятельствах сейчас. То, что происходит, это просто вот позорище с любой стороны. С технической, с медицинской, с организационной. Все просто вот совсем никуда. Закрадывается ли у вас сомнение, что если на мобилизированных не хватает одежды и обуви, то на них, возможно, не хватит оружия, не хватит средств защиты, не хватит тепловизоров? Ну, я думаю, что где-то это лежит в закромах Родины. Как оно до них дойдет, это вопрос. Ну, а чем они собираются воевать? Ну, вот не знаю. Вообще, больше всего я боялась, вот я сама, да, что они прямо сразу туда, на Украину, их отвезут. Вот как есть, да. Ну, вроде по воинским частям по России распихали пока, да. Значит, есть надежда, что оденут, обуют. Хотя вот в Коврове, например, привезли мужиков в нежилые казармы. У них 2 дня не было воды, не было еды, и пока эти жонки не поехали и не привезли, так-то все и было. И мне еще несколько человек тоже говорили, что 2 дня не было ни еды, ни воды, и негде было ничего взять, потому что из воинской части же не выпускают. Вот. Вы говорили в начале войны о том, что женщины и мамы, и жены, и сестры в основном молчат, как бы чего ни вышло. Какие сейчас настроения? 70% пишут: «Помогите мне, как же я останусь?» Спрашиваешь, а что? А вот, значит, ему пришла повестка 2 часа ночи, явиться через 2 часа. Он оделся, собрался, мы поехали, я его отвезла. Пример, да? Ну вот что, да? Ну вот я последние 2 суток, я уже начала отвечать. Ребята, извините, вы что-то делаете, мы можем только помогать. Если вы что-то делаете, напишите в прокуратуру, сходите там к губернатору, туда-сюда. Вот, не будет ли ему хуже, вот, а я боюсь, вот, а это вы должны делать. Я не знаю. Но мои коллеги говорят, что это привычка к патерналистскому государству. У меня ощущение вот чисто такое человеческое, да, вот такое чисто биологическое, что они не понимают, куда забирают их там сыновей, мужей, не понимают. Они не знают, что война, они не знают, что там потери, они ничего не знают. Вот, потому что иначе это объяснить нельзя. У меня не хватает сил их расспрашивать, да мне, честно говоря, и неохота, и неинтересно. Все, кто что-то делает, тетки молодцы, все добиваются, все хорошо. Потому что они там тоже сбиваются в стаю. Все, кто вместе, начинают там всем писать, всем ходить, везде самое долбить. Кто едет в части, они там в прокуратуру идут. В общем, там, где действительно люди не подлежали мобилизации, когда народ энергичный, все на самом деле удается. Ну и, конечно, региональные мои коллеги, они молодцы. Они сразу накопали вот этих всяких депутатов и всяких чиновников. Шум получился сначала, а потом получились какие-то все-таки распоряжения, пусть устные, пусть какие-то, но все-таки, которые позволяют вот этих вот неслуживших вытащить, да, кого там прям тяжело со здоровьем вытащить. Но пока это индивидуальные истории. Если человек подлежит мобилизации, но по этическим, моральным и еще каким-то соображениям не хочет идти на войну, есть у него шанс не пойти? И что он должен сделать? У меня такая история. По дороге позвонил человек, у него сына, значит, тоже отправили уже в воинскую часть в эту. Он говорит, ну как же, вот мы с Украины, вот мы-то здесь в России живем, и мы граждане России, а все остальные родственники, всякие сестры мои там и все, они на Украине, ну как же вот он... Ну что мы можем сделать? Единственное, что мы можем индивидуально, я говорю, напишите мне. Будем просить, чтобы его не отправляли на Украину. Мобилизовали, это же не значит, что обязательно на фронт. Нет у нас такого правила-то, да? Это как-то нет. Ну, у нас же куда их мобилизовывают? И тыловые есть. Ну, почему? Вот на границе, например. Вот у нас на границе с Украиной есть много всяких разных служб, много больших воинских частей, много военных складов, много военной техники. Если у него есть специальность, ну, пусть оставят там. Туда же призывников бросают. И всю грязную, черную, тяжелую работу там делают вот эти вот призванные пацаны. Ну, а почему? Если они не справляются, ну, пожалуйста. Он, по-моему, то ли он этот самый автослесарь, ну, оставьте его там в мастерских, пускай он чинит технику.
Посмотрим. Если пока отец не написал, я пока не вижу сообщения, потому что мне надо, конечно, как его зовут, куда отправили, ну, все, чтобы можно было понять, кого просить. Момент от того, что вот если не пойдет, значит, предатель Родины, он существует у людей? Не знаю. Все говорят, ой, его посадят в тюрьму. Но я вот в начале, когда появились первые солдаты и офицеры, которых вывели с территории Украины, из боев вывели, поставили в совершенно просто ужасные бытовые условия, там на дороге в этих же палатках, там без еды, без тепла, без воды, в той же драной грязной форме. Когда они мне позвонили, написали, вот, я воспользовалась тем, что есть контакты там с замминистром, да, вот можно было написать. И я тоже апеллировала вот к этим вот этическим вещам, да, я ему написала, что так не делали даже в самые тяжелые времена. Если люди сами ничего не делают и не хотят, за них сейчас сделать невозможно ничего. В 1840 году королевские общества Бельгии и Великобритании пообещало 500 тысяч франков тому, кто выведет розу синего цвета. Но до сих пор забрать эту премию так никому и не удалось. Человечество веками мечтало о несуществующей розе синего или голубого цвета. Ее воспевал великий Киплинг, сокрушаясь: «Зря я весь изъездил свет, синих роз на свете нет». Ей поклонялись русские художники-символисты. В марте 1907 года в Москве даже прошла выставка «Голубая роза». Синяя роза появляется в Твин Пиксе у Дэвида Линча. Вот эту розу специально для нашей съемки сделал мой младший сын. Но на самом деле у розы от природы отсутствует пигмент дельфинидин, который позволяет, например, фиалке иметь синий или голубой оттенок. И привить его путем обычной селекции совершенно невозможно. При этом сейчас в самых разных современных каталогах можно найти сотни сортов роз со словом «голубой» или «синий» в названии. Дело в том, что садоводы давно научились подкрашивать корни, чтобы сделать из белой розы синюю. Такой метод, конечно, совершенно не подходит под строгие стандарты королевских садоводов, но вот порадовать своих близких, подарив синюю розу, вполне возможно. Заказать цветы любого цвета, сорта и оттенка и отправить их своим близким, которые сейчас находятся далеко от вас, в другом городе или даже стране, можно через приложение FlowWow. FlowWow – это маркетплейс, в котором есть не только цветочные магазины. Тут можно купить десерты, косметику, книги, украшения, домашний декор и подарочные сертификаты с быстрой от 15 минут доставкой. Вот как это работает. Открываем приложение, вводим адрес и контакты получателя. Ну а если вы не знаете точный адрес, курьеры сами свяжутся с адресатом и приедут туда, куда ему удобно. Теперь ищем, что хотим подарить. Например, синие розы. Смотрите, сколько их тут. Удобно, что магазины всегда присылают фото букета перед его отправкой. Видно, как он выглядит на неотфотошопленной картинке, и можно попросить что-то убрать или добавить. Кстати, раньше искать подарки на FlowWow можно было только по ближайшим к получателю магазинам, а теперь декор и украшения можно заказать с деком даже из другого города. Оплатить заказ можно хоть российской, хоть иностранной банковской картой или расплатиться бонусами. Они копятся в личном кабинете и прибавляются после каждой покупки. А если вы сделаете заказ в октябре, то по промокоду «Скажи» еще получите скидку 10%. Переходим по ссылке в описании, заказываем цветы и подарки через FlowWow и радуем своих родных и близких на расстоянии. Что грозит человеку, который не берет в руки повестку? Вот к нему приходят люди из военкомата и говорят: вам повестка. А он прыгает в окно. А он говорит: нет. А он говорит: я неграмотный, расписываться не умею.
Ну, могут, конечно, под белые руки, там обычно же участковый приходит. Какое наказание за это будет? Административка, штраф. 3000 рублей? Ну, я не думаю, что сейчас будет кто-то штрафы оформлять. Я думаю, что просто скрутят и увезут. Практика большая есть. Но вот выбор между мобилизацией и тюрьмой – это выбор какой, да? Ну вот что я говорила вот этим первым отказавшимся идти повторно. Я говорю, ну хорошо, в тюрьму. Тебя будут кормить 3 раза в день. Тебя будут выводить на прогулки. У тебя будут свидания с семьей. А что будет, если ты вернешься, ты уже знаешь. Я не буду тебе рассказывать. 60 человек написали рапорты, подписались все. И в тот раз никого не вернули. Ну, вот это... А потом? Потом, не знаю, потом они не обращались, значит, тоже как-то все устаканилось. Потому что кто-то увольняться хотел, значит, тоже добивался увольнения. Но вот этот вот выбор, он ложный. Ну, посадят в тюрьму, ну да, ну тюрьма у нас еще та еще. Если тебе вручили уже повестку, ты можешь не прийти? Ну, а почему нет-то? А куда ты денешься? А в прокуратуру жалобу написать. Я мобилизации не подлежу. Если не знаешь, что делать, значит, сначала сообрази, да? Что ты должен, куда ты должен написать, куда ты должен пойти, кого ты должен известить, а потом уже с этими повестками что-то делай. Потом существует же процедура. Вот эти вот повестки, которые в первые дни раздавали на улицах, это что же уголовщина? Ну как это можно на улице давать повестку? Там же должна быть подпись и печать военного комиссара, конкретного военкомата. Вот по Москве, да? Москва город большой, у нас этих военкоматов чертова пропасть. И за чьей подписью вы, товарищи, хотите мобилизовать? Его может повестку выдать только родной военкомат, никакой другой. Если это повестка от другого военкомата, она не действительна? Естественно. Естественно. Только свой родной. Я не исключаю, что там может быть подпись военного комиссара города Москвы. И тогда? Хотелось бы посмотреть. А тогда, значит, военному комиссару должно быть прокурорское представление о нарушении закона. Потому что человек находится на воинском учете в своем родном военкомате. В других местах его пока нету. Только повестка из военкомата, где человек находится на воинском учете. Ничего другого быть не может в природе. Если человек получил повестку, все подписал и уже явился в военкомат, это путь в один конец? Или все еще можно как-то соскочить? Ну, если он не подлежит мобилизации, то, конечно, что еще можно откатать? А если подлежит? Ну, если подлежит, значит, подлежит. Сейчас ужесточили законы за дезертирство? Но они не дезертиры. Они же не на военной службе еще. Пока он в военкомате, пока его в воинскую часть не отвезли, не включили в списки личного состава в части. Чего, я думаю, не делается. Он обычный запасник, который как бы никто и звать его никак. Поэтому все. Вот когда его оденут... И насколько его посадят, если он сбежит по пути на фронт? Сначала пусть поймают. Страна большая. Ну, опять же, у нас большой жизненный опыт. По этим советским ребятам-бегункам, да, народ там скрывался и по 5 лет, и по 6 лет. Когда люди понимают, что происходит, всегда можно устроить так, чтобы человека не нашли. Да? Ну, а потом, по окончанию боевых действий, в соответствии с международному праву и Женевским конвенциям должна быть объявлена амнистия всем военнослужащим, которые нарушили закон. Сейчас около 300 тысяч молодых людей от 18 до 60 покинули Россию, пытаясь избежать мобилизации. Если человек оказался за границей и таким образом не мобилизировался, не поступил ни в военкомат, ни на фронт, сколько времени тянется за ним этот шлейф, и будет ли он наказан в случае возвращения в Россию? Ну, если говорить четко, до амнистии по окончании боевых действий. Потому что амнистия, она списывает все. Это вот все, что касается вот этих вот нарушений, вот этого вот главы воинские преступления, она должна все, ну, может быть, кроме там каких-то особо тяжких, я не помню. Потому что там есть, конечно, по амнистиям тоже есть ограничения. Там есть статьи, которые не амнистируются никогда. Но уклонение – это не тяжкое преступление. Вот. До амнистии, безусловно. А остальное, ну, как сложится жизнь. Вы ожидаете самый худший сценарий развития войны? Ну, я ядерную войну с самого начала ожидала. Слово Путина – закон. До того обвинял НАТО, да, и грозил ядерной бомбой. Поэтому, ну чего, может быть, вполне.
Когда я с дачи собиралась уезжать, вдруг в какой-то момент я подумала, а может, не надо в город ехать? Тут все-таки далеко. Все-таки 100 километров от Москвы. Если на Москву бомбу атомную сбросят, может, я тут уцелею под Сергиевым посадом, под стенами монастыря. Не, ей-богу, это было непроизвольно. Так инстинктивно чисто, да. Но потом прикинула, что тут вот рядом как раз есть подразделение ракетных войск стратегического назначения. Хотела сказать, недалеко да, от моей дачи. посаде Да. как раз, собственно, эти войска и есть. А ПВО теперь на моей Ясеневой улице не существует, поэтому, может быть, как раз в городе уцелеешь. Скорее. Ну вот. Только черный юмор спасает комитет солдатских матерей. Никакого другого у нас способа нету. Это же помещение бывшего ЦК ВЛКСМ. О, Господи. А вот этот этаж и вот эта комната – это отдел ЦК ВЛКСМ по борьбе с диссидентами. Мы, когда в 1992 году получили это помещение, значит, здесь еще оставались вот эти ящики картотечные, и в них висели вот эти вот карточки этих диссидентов. Пришел наш Алеша Смирнов, наш директор центра первый, нашел свою карточку. Пришел Саша Подробинник, нашел свою карточку. Еще кто-то приходил и тоже нашел там свои карточки. Мы долго хранили вот эти ящики, да. Это вот указом Ельцина этот комплекс был отдан общественным организациям. У нас было тогда 12 правозащитных организаций, вот Российский центр по правам человека, и мы здесь размещались. Ну вот до сих пор вот кое-что еще кто-то живет из нас. Вот мы, независимая психиатрическая ассоциация, вот фонд права матери, вот, который помогает. Ну, вот, а остальные, в общем, организации, конечно, в общем, загинули. Ну, люди умирают, стареют, и поэтому, конечно, ну, в принципе, все эти годы центра, конечно, были не напрасны. Болит у вас сердце, что вы не можете всех спасти, всем помочь? Защитить не можете? Ну, это наш принцип. Защита населения Российской Федерации. Но вы сейчас с ним не справляетесь. Ну, только в том случае, если население к нам обращается. Потому что пока мы успеваем ответить каждому. Да. И дать каждому задание. Все зависит от того, насколько человек будет настойчиво к нам обращаться. Очень плохо народ понимает, что надо писать. Вот кто-то звонил 9 раз. Напиши мне смс-ку, ёскин свет, и я тебе отвечу. Ну, нет. Обязательно, чтобы их выслушали, утешили, Ну да. обнадежили. Ну так с ним никто не разговаривает. Ну так кто успел, тому ответили, а кто видит, что не могут ответить, напиши мне. Я, кстати, пользуясь случаем, тоже нам пишут наши зрители вопрос. Значит, если у семьи парень военнослужащий сейчас, он срочник, мама боится, что его срочная служба закончится тем, что он уедет воевать в Украину. Мама правильно боится. А что нужно делать? Ну, я прошу их в тот день, когда они должны быть уволены, приехать на КПП. Маму. Ну, маму, папу, бабушку, дедушку с гражданской одеждой и вызвать командира части и сказать: ребят, вот на закон о воинской обязанности, вот статья у нас об увольнении, извольте его уволить, выдать ему военный билет, и мы его увозим. А дальше по ситуации. Получается, увольняют, спасибо, берем, не увольняют, едем к гарнизонному прокурору. А почему она правильно боится? По какому они праву могут его отправить на войну? Ну, потому что если запасников на улицах берут, то что мешает солдат по призыву точно так же отправить их такой же облавой, да, вот их там из воинской части должно уволиться, допустим, в эту неделю, да, аккуратно всех собрать и все. Если люди не знают, что в тот день, когда он должен быть уволен, он должен из части быть ликвидирован, потому что дальше никто, и звать его никак. И если с ним, не дай бог, там что случится, то никто за это отвечать не будет. А как этот день узнать? Очень просто. Число в число. То, что сейчас Путин издал указ об ужесточении наказания за дезертирство и за попадание в плен, это будет как-то влиять на моральный дух в рядах наших военнослужащих? Ну, про плен вообще это вообще ни на что не похоже. Ну, во-первых, никогда вы не узнаете, добровольно или недобровольно человек сдался в плен. Во-вторых, вы вообще войну-то не объявляли.
И какой у нас там добровольная сдача в плен, между нами говоря. Я думаю, что ребята-юристы еще эту штуку, поскольку, как бы не самая важная сейчас тема, пренебрегают. Но я думаю, что если это разобрать грамотно, да, хороший юрист, который понимает эту ситуацию, в том числе и вот в соответствии с международным правом, с законами войны, то это, конечно, вообще не катит никак. Вообще не может быть никаких ужесточений. Вот. Люди же выбирают между жизнью и смертью. Вот это все странно. Мы с этим столкнулись вот в 94-м, в начале 95-го, в начале Первой Чеченской войны. Когда был какой-то момент, когда никто не знал, что призывники поедут туда и будут там воевать. Это было в конце 94-го года. Все появилось после штурма Грозного. Вот когда журналисты показали вот эти поля, улицы, площади, на которых лежат тела погибших, тут все включились. Поехали в воинские части за своими солдатами, всех украли. Мальчишки по дороге кого посылали, бросали эти самые записочки: передайте моим, значит, кто успел, перехватил их по дороге. Вы думаете, что сейчас народ в стране не отдает себе отчет в масштабах войны? Думаю, что нет. Причем даже те, кто, по идее, должен пользоваться интернетом и должен смотреть, что там делается. Потому что те, кто смотрит телевизор, безусловно, не понимают, что происходит. Как сейчас себя ведут военные прокуратуры? Насколько они по-настоящему защищают интересы военнослужащих? Они защищают настолько, насколько они тоже понимают ситуацию. Они-то понимают ситуацию. Нет. Потому что все, что происходит, оно находится вне, как говорят юристы, правового поля. И для того, чтобы прокурор тоже как-то прореагировал, мы стараемся сейчас писать конкретно, что нарушено, и в конце просим принять меры прокурорского реагирования для того, чтобы или прекратить нарушение, дать распоряжение о возвращении, еще что-то такое, да? Или аннулировать что-то решение о мобилизации. То есть мы им пишем. Ведь на самом деле, поскольку ситуация в вооруженных силах последние много лет была с точки зрения бытовой, с точки зрения вот этой вот конфликтов, побоев, была совершенно спокойная, да, жалоб не было. У нас где-то с 2012 года жалоб на унижение, на какие-то пытки вообще не было ни одной. А тут получилось, что действительно людям надо бежать. Кто мог предположить, что будет мобилизация, реализованная незаконными методами? Никто не мог предположить. Вы же общаетесь с военными, с Минобороны. Какие-то слухи-то ходили или не ходили? Вы были готовы к тому, что Путин с Шойгу возьмут и объявят это? Да нет, с самого начала были готовы, конечно. Другое дело, что мы-то понимали, что нету возможностей, да, для того, чтобы по закону эту мобилизацию проводить. Во-первых, там есть еще экономическая часть. Закон такой двухчастный, да? Сначала как люди, а потом, что должно быть в экономике. В экономике ничего. В экономике большая, глубокая задница, связанная с санкциями. И мобилизация мужчин работоспособного возраста, активного, которые являются владельцами малого-среднего бизнеса, которые работают в малом среднем бизнесе как специалисты или как подсобные рабочие, это полная ликвидация этого сектора. Это я, как малый предприниматель еще советского конечного периода, хорошо понимаю с самого начала. Но теперь это понимают все. Потому что все предприниматели, они так и говорят, что вот у меня 90% моих работников подлежат мобилизации. Все. Я закрываюсь. Значит, бизнеса нет, налогов нет, люди зарплату не будут получать никакие. Значит, все это схлопнулось. Семья предпринимателя уходит в нищету, да, потому что поменять это не на что. И даже на больших предприятиях эта проблема сотрудников, специалистов стоит в полный рост. Потому что никто же не смотрит, насколько можно заменить. А нельзя заменить, значит, выпадают какие-то части технологического процесса, выпадают какие-то части этих всяких торговых операций. Да? Более того, я тут который раз уже слышу, и мне ребята тоже писали, что даже грузчики, есть же такие предприятия и такие службы, где основное это перевозки. Да? Значит, водителей забирают, грузчиков забирают, и что? И куда мы деваемся?
И что будет? Ничего не будет. Будет голая земля, выжженное поле. И вот это на самом деле, это уже даже не санкции. Это уже намного страшнее. Потому что санкции, народ у нас изобретательный, все уже что-то изобрели, те уже чего-то такое худо-бедно наладили. А когда людей просто физически нет, то сделать ничего невозможно. Может ли это стать триггером к народному возмущению о том, что все-таки это не наша война, и мы не хотели бы тратить на нее свою жизнь? У меня ощущение такое, знаете, кто-то мне уже писал про про народные протесты. А я вспомнила Новочеркасск. Народное возмущение. Другие люди из Росгвардии с пулеметами, как нечего делать. Потому что никаких ограничений у командования Вооруженных сил России, которое обещает развязать ядерную войну, никаких в отношении людей, я думаю, ограничений не существует. А что могут сделать мамы, жены, сестры? Мы видели антивоенные акции в Москве, мы видели в Петербурге, в Дагестане, в Якутии. Да. Это все? Не знаю. Я не могу предсказывать, как народ будет себя вести, что будет, насколько это отчаяние, насколько оно будет такое деятельное, да? Насколько люди пойдут на все, не знаю. Но если вот эти мамы, жены, сестры, которые обращаются к нам, не хотят просто написать письмо губернатору, отправить на сайт, не хотят обратиться к военному прокурору, да, простые вещи, совершенно безопасные, то как можно от них чего-то ждать, каких-то физического протеста? Не знаю. Поправьте мне, если я не права, но со времен начала войны по сегодняшний день ситуация материального вознаграждения раненых и компенсации убитым изменилась? По деньгам не изменилось. Нет, получают они эти деньги или нет? Вот в чем вопрос. Это вопрос философский. В смысле? Это вопрос получения денег Это физического. вопрос философский. Для того, чтобы получить страховку по гибели военнослужащего, семья должна получить документы о том, что он погиб. Так. И желательно получить еще тело, потому что пока нет тела погибшего, документов на это нету. Если это военнослужащий вооруженных сил, то рано или поздно с помощью военного прокурора, с помощью обращения в разные инстанции, просим прокурора из воинской части истребовать то, сё, 5, 10, просим военному комиссару сделать то, сё, 5, 10. В общем, автоматически делается, наверное. Вначале не делалось. Вначале опять все было в ручном режиме. Люди звонили, что делать, мы говорили, куда что обращаться, что у кого требовать, что. Но у нас есть добровольцы, БАРС, боевой резерв, да? Они пока вообще никто ничего не получал. Что там со страховками? Вот совсем недавно я услышала, я документы не видела, что якобы по страховым правам их приравняют к военнослужащим. Не знаю, я не видела документа. Я не знаю, включены ли были они в личный состав воинских частей. Потому что все документы, как обычно, да, страховые выплаты, должна быть там из воинской части приказ о том, что он исключен из списка личного состава в связи с гибелью, там все эти справка медицинская о смерти, справка свидетельства о смерти, там еще что-то такое. В общем, все это должно быть. Если по военнослужащим справки эти воинские части не представляли, что делается автоматически, они должны автоматически в страховую компанию, она единственная у нас, которая сейчас обязательное страхование военнослужащих не посылали, то что будет при мобилизации, я себе плохо представляю. Да, мобилизированные имеют право на какую-то денежную компенсацию в случае ранения или гибели? Пока не знаю. Этого даже никто не обсуждает? Я пока не видела документов, надо посмотреть. Потому что все зависит от их статуса. Если они будут военнослужащие, включены в списки личного состава, то безусловно. Если они будут мобилизованные, надо снова смотреть этот закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Потому что в указе президента ничего не сказано про это. Слушайте, тут же ФСБ рядом? ФСБ у нас напротив одна,
лавочка вот на той стороне. Так. Вот. И ФСБ у нас... Ну, Лубянка же вот. Ну, на Лубянке, да. Лубянка у нас вот там. Вы прям под носом у них развели свою деятельность. Да нет, ну а чего? Ну, подумаешь, ФСБ из ФСБ. Кстати, вот я всем рассказываю, у нас были истории. Были истории, когда... Ну вот одна очень хорошо запомнилась. Под Ростовом служил парень, а он был игроманом, призвали его. И он продолжал играть. И те, кому он задолжал, стали угрожать его матери и сестре, что они их там убьют, зарежут, значит, чтобы они продали там дом, там туда-сюда. Мы в прокуратуру. Мы ничего не можем сделать. Мы туда, мы сюда. Моя коллега говорит: Валь, куда делать? Я говорю: да в ФСБ звони. Звоним мы в ФСБ, вот, ну, у них вот же есть вот эта общая линия. И говорю: знаете, Союзный комитет солдатского материала, у нас такая проблема. Нам нужен вот ФСБ в Ростовской области. А зачем? Мы объяснили. Даем телефон, мы звоним, полковник отвечает. Да, говорит, все, вы мне все пришли, все прислали. Все сделал. А что он сделал-то? А он, не знаю, то ли кого-то припугнул, то ли посадил, неважно. Мальчонка и маманька написали: все хорошо, никто не угрожает. Продолжаем играть. Не, ну, по-моему, мы его уволили тогда, потому что, в принципе, игромания – это считается заболевание психиатрическое. Поскольку это в этом международном классификаторе заболеваний, это как заболевание, у нас это признали, как раз это было уже, когда мы работали. Уже комитет солдатской матерей был всесоюзный в самом начале. Мы узнали, что это заболевание, потому что были у нас картежники, были у нас еще какой-то, в общем, какая-то вот азартная какая-то игра. Вот. И когда узнали, что заболевание, мы их быстренько в психушку и вперед. Официальное Министерство обороны говорит о том, что порядка 6 тысяч погибших военнослужащих в спецоперации. Но при этом объявляется мобилизация. Не кажется ли вам, что если мы говорим о 6 тысячах погибших, то мобилизации нет необходимости? Ну, во-первых, мы не знаем их стратегических планов. Опять же, я жила в Советском Союзе, и военная доктрина Советского Союза, одна из позиций была иметь вооруженные силы, которые могут за сутки дойти до Ла-Манша. Была такая советская доктрина. В России надо жить долго. По потерям я вообще обсуждать это все смысла нет. Ну, порядок цифр вы можете сказать? Потому что цифра – это те, кто погиб, чьи тела привезли, похоронили, поставили там венки, положили, все. Сколько пропавших без вести и какова их судьба, никто не знает. Их много. Ну, меньше десятка среди моих с самого начала боевых действий пропавших без вести обнаружились в плену. Это самый страшный статус сейчас, потому что это неопределенность. Многие пропавшие без вести числятся где-то уже даже с марта. Воинские части ничего не говорят, хотя, конечно, есть свидетели. Ну, вот более или менее определилось с танковыми экипажами. Вот эти танки, которые горели, там как-то, не знаю, хотя тоже, по-моему, погибшими их не признали. В общем, там, ну, хотя бы на словах, да, что-то подтвердили, да, там тоже родственники писали, звонили. Вот, поэтому о потерях говорить бессмысленно. Фотографий в телеграм-каналах, честно выкладываемых украинской стороной, достаточно, что если кто интересуется, может посчитать. Когда меня спрашивают, я говорю: ребята, обратитесь к военным экспертам, потому что они следят за тем, как проходят бои. И хороший военный эксперт всегда знает, что вот такой-то бой приносит за собой такие-то потери, да, погибших столько-то процентов, да, этих самых раненых столько-то процентов. Мы не специалисты. Мы можем только ссылаться на то, что нам говорят ребята, которые выходят из боевых действий. Ну, вначале они были в шоке, потому что потери были очень большие. А сейчас, честно говоря, у меня такое ощущение, что никого и не выводят оттуда. Нет ротации давно. Там кто-то сидит с самого начала, кто-то сидит там уже тоже месяца по 4, по 5. И, в общем, там, что можно сказать?
плачете сейчас? Никогда. Вообще? Я давно не плачу, да. А почему? Потому что я слишком много видела, много знаю. У меня есть еще уверенность, что пока существуют наши женщины в комитетах солдатских матерей, для этой страны еще не все пропало. Понимаете? Эти вот много лет в комитете, они вообще изменили у меня характер. Я не была такая решительная, такая собранная, и я не умела, не было опыта общаться с чиновниками. Мы очень быстро этому научились. Вот. В 90-м году мы были у министра обороны Язова на приеме, у главного военного прокурора. И мы как бы вот с этих верхних чинов, которые относились к нам с опаской и с уважением, я что-то поняла вот для себя, да, как человек. Но с этого момента как бы все стало просто, да. А как изменились военные начальники с этого времени? Я давно так вот лично ни с кем не общалась, потому что нет необходимости. Интернет заменил, к счастью, личное общение, и мы, в общем, никому не ходим. Меня, когда ротировали из общественного совета при Министерстве обороны, я была довольна, потому что мне было тяжело. Вот эта показуха, которая там, все, что касалось нарушений, которые были, в общем-то, важны для армии, да, все это вызывало прямо раздражение, видно было и у министра, и у его этих замов. Пока там не очень поменялся состав. Там, в принципе... смотрите, мы знаем, с вами были генерал Лебедь, генерал Рохлин, Аушев, слава богу, жив-здоров. Это какой-то другой тип генерала, который сильно переживает о своих солдатах. Это афганцы. И там были разные люди. Там был товарищ Грачев Павел Сергеевич, да? Паша Мерседес, на котором все, что касается Чечни, вот ему в аду сковородки раскаленные лизать до скончания века. Понимаете, они все разные. Я вам назвала генералов, которые очень сильно переживали, скажем так, о своих солдатах. Такие сейчас есть в армии? Вообще да. У нас на самом деле, у нас еще есть боевые товарищи по Чечне. У нас есть люди, которые там замкомандующего округами, и если что, даже мобильные телефоны есть. Если прям вот зарез был, да, позвонила, все сделали, все прямо вот. Потому что мы же за себя просим, что там, да? В принципе, можно любому, да, если надо. У меня было летом, я чувствовала необходимость пойти на прием к главному военному прокурору. Но потом как-то мы все придумали, все рассосалось, прокуроры все на местах и в округах вроде все включились, все хорошо. Но сейчас я понимаю, что с мобилизацией, наверное, придется проситься на прием и вообще как-то разговаривать, потому что надо... Это уже другая история. Значит, все, что касалось боевых действий на Украине, это было засекречено. И прокуратура давала понять, что, знаете, не будем мы на эту тему разговаривать. Конкретно жалобы, да, все сделают. А вот по мобилизации, это на территории страны, и вот те нарушения, которые есть, если сейчас не удастся это в течение ближайшей недели как-то все это ликвидировать и незаконно мобилизованных вернуть, придется идти к главному военному прокурору и, возможно, даже проситься в Генеральную прокуратуру, потому что губернаторы не поднадзорны военным прокурорам, поднадзорны генеральному прокурору. По логике вещей, мобилизация влечет за собой военное положение? Нет, они не связаны с военным положением. Военное положение – это значит полный абзац всей экономики. Просто полный крах, да? Но потом на военное положение надо же тогда и население как-то напрягать, да? Объявлять там какие-то комендантские часы. Какое-то особое положение приграничных губернаторов в своих этих областях, там, где обстрелы, там, где взрывы бывают, они там как-то пытаются это регламентировать. А по людям, конечно, мне звонили из Белгородской области, у них там тоже мобилизовали. Я говорю, ваших-то что мобилизовывать? Вы и так тут на войне. Да, говорит, у нас, жуть какая-то, говорит. Это оскорбительно вообще для всего. Да? Если у вас есть какие-то военные задачи, если у вас есть потери каких-то специалистов, выберите вы людей, да, нормально, объясните, да, почему. Зачем облавы-то устраивать? Вы не боитесь уголовных дел за дискредитацию армии, за фейки о российской армии и всех этих модных названий в связи с тем, что вы говорите о мобилизации, да и вообще? Так я говорю не об армии, я говорю о губернаторах, военных комиссарах, которые должны выполнять это по закону. К сожалению, все это правда.
Потому что я же говорю не только от себя. Мои коллеги во всех регионах, они фактически первыми столкнулись регионы с этими нарушениями при мобилизации. А потом, на самом деле, закон должен исполняться. Я никого не обвиняю. Я никаких претензий никому не предъявляю. Я вижу, что государственная система оказалась не готова к проведению частичной мобилизации в соответствии с законом и указом президента. Вы собираетесь оставаться в Москве? Я вышла из возраста мобилизации, хотя, честно говоря, как-то собраться, да, вообще надо, потому что, очень тяжело, когда много звонков, не деловых, да. Вот звонят, ой, ай, вот это очень утомляет. Это, конечно, тяжело. Когда люди конкретно говорят, что вот у нас такая ситуация, вот что нам делать, вот вы скажите, там напишите, тогда понятно, да, на автомате. И, конечно, все равно, вот в эту комнату в 1995 году каждый день приходило 250 посетителей в связи с войной в Чечне. И каждый день это было новые 250 человек. Мы дежурили здесь по 4-6 по человек. Мы приходили утром и уходили ночью. Конечно, сейчас такого нет. Слава интернету, слава телефонам. Конечно, это немножко другое. Да? Но сейчас же еще есть такое ложно понятое чувство патриотизма. Меня это совершенно не волнует. Меня их жизненные позиции, как можно говорить, совершенно не волнует. Вы просите помощи, мы просим, что нужно сделать. Вы делаете или не делаете, все. Не делаете, я всем пишу. Документы не шлете, никуда не обращаетесь. Все, телефон мой забыли. Все. На что вы надеетесь, Валентина Дмитриевна? Во-первых, все-таки человек разумный, да, как мы называемся. И где-то разумные люди найдутся в разных структурах. Во-вторых, ни одна война не продолжается вечно. Вот опять же, комитет солдатских матерей приучил меня действовать конкретно в настоящий момент. Бороться с трудностями по мере их поступления. Поэтому я как-то не очень думаю, что будет. Я просто вижу, что происходит, и в каком положении находится сейчас экономика, и в каком положении она может оказаться. Вот это, честно, меня волнует, потому что я пережила расцвет этого экономики российской, да, и все было хорошо, и все у нас было нормально, и банковское дело, и все у нас были там вообще прекрасный этот рейтинг нашей деловой активности, все было чудесно. Все это рухнуло. И поэтому мне, конечно, обидно. Все-таки люди должны защищаться сами. Да? Все-таки мозги надо включать. И я первые дней 5, любое мое послание начиналось на вопрос, что делать, сначала включаем мозги. Я прям писала просто открытым текстом. Потому что люди должны думать все-таки как-то. Что вы сделаете, когда война кончится? Если я буду жива, буду продолжать жить дальше. У меня садик, заваленный всякими ветками, которые давно надо было сжечь, которые я не могу сжечь, потому что сначала было жарко, а потом пошли дожди. В конце концов, не знаю. Я совершенно забросила... поскольку у меня муж был инвалидом, и я все время была при нем, я давно не ходила в театр, я давно не ходила ни на какие выставки. Я жутко хотела пойти. Тут были выставки хорошие в Пушкинском. Некогда, война. Когда-то я шила, когда-то я вязала. Я вообще-то очень рукодельная, да, женщина была. Просто на природу выходить, да. Скандинавские палки у меня так и стоят. Мне их подарили прям аж перед самым Я даже с ним ни разу не вышла. Муж умер. Я какое-то время, конечно, жалко. Мы с ним с 14 лет были знакомы. Мы учились вместе в техникуме. После 7 класса мы ушли и учились вместе в одной группе. Это вся жизнь фактически, да? Я думаю, я немножко а потом чем-нибудь займусь. 24 февраля. Все. И все мои планы о том, что я буду свою физическую активность развивать, все у меня рухнули со страшной силой. Поэтому, конечно, есть чем заняться. Призыв-то пока никто не отменял. Поэтому 1 октября и 1 апреля пока для наших комитетов все равно остаются реперными точками. Вот оно 1 октября, вот оно на носу. Вот что будет, не знаю. В одном и том же военкомате.
у нас получается, что у нас и призывники, которых нужно призывать честно, благородно, приобщая их медицинские документы, каждого проверяя в 8 кабинетах врачей в белых халатах, годен он к призыву или нет. И тут же у нас по облаве привезенные товарищи мобилизованные. Как это будет, да? Их не перепутают? Это будет такой бардак в военкоматах, который вообще представить себе невозможно. Вот что с этим делать, когда в одном помещении будут люди совершенно разного статуса? Не понимаю. Призывников, который придет на медицинскую призывную комиссию, что помешает его отправить в эшелоне вместе с мобилизованными? Ничто не мешает. Жизненный опыт сотрудников военкомата этому абсолютно не препятствует. Не кажется ли вам, что вообще все было напрасно? Нет, ничего не напрасно. Ну а как? Ну смотрите, куда мы пришли. Ну, молодежь уезжает за границу вовремя, даже в Монголию. Это на самом деле, это показывает, что все-таки люди другие. Так это же та молодежь, которая хотела жить в России, которая хотела сделать Россию прекрасной, процветающей, Ну, сильной, она не успела. Она не успела. Ну, мобилизация – это признание бессилия? Мобилизация – это неквалифицированный шаг неквалифицированного военного руководства. Если у вас большие потери, вы должны восполнять их конкретно, индивидуально для каждого подразделения, которое вы планируете использовать в военных действиях. Уж на это я, имеющая большое количество родственников среди предков военных, да, уж в этом-то я разбираюсь. Да, и потом, поскольку мы много читали всяких вещей в детстве, да, и в юности, что все это делается не так. Да? Есть вот у вас потери были в десантниках, ну, значит, готовьте прицельно, вызывайте их из запаса, реабилитируйте их навыки, да, попробуйте вот так вот. А это, конечно, это просто низкая квалификация. Я знаете, о чем думаю вот эти несколько дней? Что опять какое уже 5-е поколение русских женщин остались одни. Да, я сегодня вспоминала Высоцкого. Не будем с мужчинами знаться, и будем теперь почковаться. Потому что никакой другой демографической политики больше в природе не существует. Сейчас это, конечно, это очень серьезно. Ну, во-первых, мы положили много, да, уже в прошедших военных действиях, а во-вторых, вот сейчас, да, как это будет. Потому что мне несколько человек писали, что мобилизуют и сына, и мужа. Ну, народ постарше, понятно. То есть отец не настолько старый, чтобы не быть мобилизованным, а сын уже достаточно взрослый, чтобы уже там по призыву отслужил, не знаю, без детей. А так можно вообще двоих из одной семьи? Ну, если тут, слышала я тут недавно, что из какой-то деревни вообще всех мужчин мобилизовали, всех из деревни, всех. То есть это уже не 18-й год, это я уже не знаю вообще, что такое. 1918, да? Я вообще не знаю, что это такое. Еще я ночью вспомнила, это напоминает эти депортации. По ощущению, да? Когда из Крыма депортировали, да, татар в мае, когда еще я знаю хорошо про калмыков, потому что наш первый председатель, она была калмычка. Это ощущение этой депортации, да, какой-то. У меня тоже какие-то дополнительные, собственные от людей, которые там пережили, которые какие-то детские впечатления, потому что много родственников у нас, большая семья, у деда у них было 12 братьев и сестер, и у всех были дети. И, в общем, как-то это все много приходило, и к нему приходили, к деду. У меня какие-то по этим рассказам, у меня есть такие ощущения. Это только в какой-то, как Катерин, елка стоит новогодняя во дворе. О, Господи! Вот это да! Какое милое у вас тысячелетие на дворе. Как вы думаете, сколько будет длиться война? Трудно сказать.
Насколько хватит насиловать экономику страны нашим начальникам? А то есть людей хватит? Людей много. Раз их так как бы бросают, как дрова в печку, людей, значит, хватит. Нету никаких пределов. А экономика может, конечно, накрыться. Все это, конечно, безумие. И больше ничего. Все, что происходит, это просто как бы вот, оценивать это в рамках какой-то нормальной логики здоровой, это невозможно.